Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе за последнюю неделю. Желание вступить в антикоррупционный комитет изъявили известные российские артисты, певец Стас Михайлов и актер Иван Краско. На данный момент заявки о вступлении находятся на рассмотрении. Известному российскому актеру Леониду Ермольнику было отказано в вступлении в антикоррупционный комитет в связи с его антиполитической позицией. Сын певицы Натальи Королевой Архип Глушко в скором времени вновь окажется в следственном изоляторе номер 4 города Москвы, где он пробудет до сентября этого года, а потом будет направлен в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин» для отбытия пожизненного наказания. К слову сказать, что на счету Архипа Глушко несколько человеческих жизней, в том числе и смерть ректора Музыкального института культуры Арсения Миронова. Сына сотрудника антикоррупционного комитета и известного бизнесмена Руслана Байсарова, Дэни Байсарова, готовят к срочной операции на сердце. Событие состоится 15 июня текущего года. Отметим, что отважный молодой человек, который спас свою родную сестру от верной гибели, стал донором для нее и отдал ей свою почку, уже более года находится в критическом состоянии, то в реанимации, то в состоянии комы. Сегодня утром в Москве в своем офисе по требованию товарища Бастрыкина, главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова была арестована супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка. Причина ареста – незаконные финансовые операции и поддержка инагентов. На данный момент у Татьяны Навки арестованы все финансовые счета на территории России и ближнего зарубежья. Помимо этого, антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым и Андреем Белоусовым требует арест пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего. К слову сказать, что и дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Елизавета на данный момент находится под стражей во Франции. 26-летняя женщина была приговорена к 12 годам лишения свободы за неуплату налогов и финансовое мошенничество в особо крупном размере. Помимо этого, Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым проводит следственные действия в отношении арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова и семьи Сергея Шойгу, которые обвиняются в госизмене и финансовом мошенничестве. Печальная новость о сотрудниках антикоррупционного комитета известных цирковых артистах Аскольде и Эдгаре Запашном. Сегодня утром в Центральном цирке во время репетиции и тренировки по дрессировке тигра Аскольд Запашный получил тяжелую травму и на данный момент находится в реанимации. Западные СМИ сообщают немного шокирующую новость о семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Совсем скоро в известной семье ожидается пополнение. У Максима Александровича и Аллы Борисовны появится новый ребенок. Пикантность ситуации заключается в том факте, что отцом будущего ребенка будет не Максим Галкин, а один из самых красивых футболистов мирового футбола, бразильский нападающий Неймар да Силва. 32-летняя звезда мирового футбола еще 5 месяцев назад сдал свои биологические материалы. Стало известно, что данная услуга для семьи Аллы Пугачевой обошлась в 10 миллионов долларов. На данный момент суррогатная мать находится на 4-м месяце беременности. Известный российский артист Гоша Куценко оказался в больнице в тяжелом состоянии после перенесенного накануне гипертонического криза. На данный момент состояние артиста диагностируется как стабильно тяжелое.
Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым требует немедленного ареста генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста. Совсем недавно появилась дополнительная информация и новые доказательства, что именно генеральный директор Первого канала телевидения виновен в смерти известного певца Игоря Талькова. Отметим, что антикоррупционный комитет уже не раз арестовывал Константина Эрнста, но генеральному директору всякий раз удавалось выходить сухим из воды за счет его поддержки среди высших эшелонов власти, в частности за счет его близкого друга товарища Пескова. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Вчера вечером в результате несчастного случая на Алтае во время отпуска погибла молодая российская джазовая певица, родная дочь известного певца Юрия Лозы Анна Лоза. Анна Лоза погибла в горах во время горного перехода вместе со своим супругом, 35-летним музыкальным продюсером Юрием Ивановым. Подробности трагедии не сообщаются. Напомним, что у Юрия Лозы есть еще родной сын по имени Олег. А еще год назад у Юрия Лозы произошла другая семейная драма. В дорожно-транспортном происшествии погибла его супруга. Срочная новость всем зрителям и поклонникам блогера по имени Будда Гришна. Будда Гришна хорошо известен своей патриотичностью и снимает видео на тему политики и шоу-бизнеса. У данного блогера появился новый телеграм-канал, на котором будут появляться основные новости. Как сообщает сам Будда Гришна, основные новости теперь будут выходить не на YouTube-канале, а на его телеграме. Несколько дней назад в Грузии, в Тбилиси, была ограблена пятикомнатная квартира известного певца Валерия Меладзе. Сам артист в момент ограбления находился на гастролях. По данным СМИ Грузии, ущерб от ограбления составил 7 миллионов рублей. Сотрудники антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направляются в Сочи уже 4-й раз для проведения антикоррупционной проверки. Все это связано с большими беспорядками в данном населенном пункте. К слову сказать, что именно в городе Сочи несколько недель назад во время антикоррупционной проверки пострадали члены комитета известные артисты Александр Михайлов, Борис Щербаков и Александр Домогаров. Известный артист и член антикоррупционного комитета Константин Юрьевич Хабенский в ближайшие дни даст 6 бесплатных концертов в городах Кирове, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Все гонорары от выступлений пойдут на благотворительные цели. Важная информация о состоянии здоровья сотрудников антикоррупционного комитета. На данный момент все 60 членов, известные советские и российские артисты, находятся в полном здравии. Исключение составляет дочь Никиты Сергеевича Михалкова Анна Михалкова, которая уже несколько дней находится в коме после нападения. В эти дни день рождения празднуют известные советские и российские артисты Татьяна Друбич и Владимир Симонов. Владимиру Симонову исполняется 67 лет, а Татьяне Друбич 64. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.